Диоген Синопский, древнегреческий философ. Торжество над самим собой есть венец философии. Если в жизни нет удовольствия, то должен быть хоть какой-нибудь смысл. Философия и медицина сделали человека самым разумным из животных, гадание и астрология – самым безумным, суеверие и деспотизм – самым несчастным. Те, кто содержит животных, должны признать, что скорее они служат животным, чем животные им. Самые благородные люди – это те, кто презирают богатство, ученость, радости и удовольствие в жизни, предпочитая им бедность, невежество, лишение и смерть. Любовь можно заслуженно называть трижды вором. Она не спит, смела и раздевает людей догола. Никто нас не обижает, кроме нас самих. Дело не в том, что я сумасшедший, а только в том, что моя голова отличается от вашей. Те безрассуднее скотов, кто утоляет жажду не водой, а вином. На вопрос, почему люди подают милостыню нищим и не подают философам, он сказал: потому что они знают, хромыми и слепыми они, может быть, и станут, а вот мудрецами никогда. Было время, когда я был таким, каков ты сейчас, зато таким, каков я сейчас, тебе никогда не стать. Злодеи подчиняются своим страстям, как рабы хозяевам. Злословец есть самый лютый из диких зверей, а льстец – самый опасный из ручных животных. Быть в хорошем настроении, причинять муки своим завистникам. На вопрос, в каком возрасте следует жениться, Диоген ответил: молодым еще рано, старым уже поздно. Протягивая руку друзьям, не надо сжимать пальцы в кулак. Бедность сама пролагает путь к философии. То, в чем философия пытается убедить на словах, бедность вынуждает осуществлять на деле. Обращайся с сановниками, как с огнем. Не стой не очень близко, не очень далеко от них. Для того, чтобы жить как следует, надо иметь или разум, или петлю. Бедность – это добродетель, которой можно научить самого себя. Все находится во власти богов. Мудрецы – друзья богов. Но у друзей все общее, следовательно, все на свете принадлежит мудрецам. Отцы и дети не должны дожидаться просьбы друг от друга, а должны предупредительно давать потребное друг другу, причем первенство принадлежит отцу. Солнце заглядывает в ямы с навозом, но не оскверняется. Смерть не зло, ибо в ней нет бесчестия. Человеку, спросившему, в какое время следует завтракать, Диоген ответил: если ты богат, то когда захочешь, если беден, то когда сможешь. Поучать старца,
что лечить мертвеца. С правдой надо жить, как при огне. Не сильно приближаться, чтоб не ожог, недалеко отходить, чтобы холодно не было. Фортуна улыбается тем, кто, засучив рукава, мастит ей дорогу и налегает плечом на ее колесо. Конечная цель – это благоразумный выбор того, что соответствует природе. Мир благоденствует лишь тогда, когда его цари философствуют, а философы царствуют. Тем, кто боялся недобрых снов, Диоген говорил, что они не заботятся о том, что делают днем, а беспокоятся о том, что им приходит в голову ночью. Увидев прихорашивающуюся старуху, Диоген сказал: «Если для живых ты опоздала, если для мертвых поторопись». Когда я вижу правителей, врачей или философов, то мне кажется, будто человек самое разумное из живых существ, но когда я встречаю снотолкователей, прорицателей или людей, которые им верят, то мне кажется, будто ничего не может быть глупее человека. Увидев однажды женщину, непристойным образом распростершуюся перед статуями богов, и желая избавить ее от суеверия, я подошел и сказал: «А ты не боишься, женщина, что, быть может, Бог находится позади тебя, ибо все полно Его присутствием, и ты ведешь себя непристойно по отношению к Нему». Судьбе всегда можно противопоставить мужество, закону природу, а страстям разум. Воспитание сдерживает юношей, утешает стариков, бедных обогащает, богатых украшает. Если ты подаешь другим, то подай и мне, если нет, то начни с меня. Привычка, достигаемая частым упражнением, облегчает нам добродетельное поведение. Бедность сама пролагает путь к философии. То, в чем философия пытается убедить на словах, бедность вынуждает осуществлять на деле. Ты и подобные тебе люди считают меня бесполезным, но вы сами виноваты в этом. Я вам кажусь бесполезным только потому, что не льщу вашему честолюбию, не укрепляю вас в ваших глупостях и не толкаю вас вперед по пути, ведущему вас к погибели. Безумные слепые люди, подумайте, разве не пользу приношу я вам этим самым обличением? Надежда – последнее, что умирает в человеке. Мир благоденствует лишь тогда, когда его цари философствуют, а философы царствуют. Из этой жизни хорошо уйти, как с пира, не жаждая, но и не упившись. Напишите, пожалуйста, в комментарии, какая из цитат вам больше всего понравилась. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал.